Сегодня у нас тест Nissan Leaf 2018 года. Сейчас мы отправляемся в небольшое путешествие. С Харькова до Запорожья нам ехать порядка 300 километров. Патрульная полиция Харьковской области. Даже не знаю, что делать. Попробуем отчалить, попробуем поехать. Ребят, сегодня у нас реальный тест возможностей нового Nissan Leaf 2018 года. Значит, сейчас мы отправляемся в небольшое путешествие из города Харькова в город Запорожье. Последний мой опыт езды на данном автомобиле был в Америке, где гораздо теплее, можно даже сказать, жарко. Ездил я, в принципе, на небольшие расстояния, но в течение нескольких дней я Nissan Leaf не заезжал даже в США и мог перемещаться в пределах Нью-Джерси. Сейчас же я нахожусь в городе Харькове. Температура за бортом сейчас порядка 1 градуса. Хотел, чтобы был минус, чтобы специально стал пораньше, чтобы показать вам, что стартую прям в холод, но погода распорядилась так, что сейчас +1. Но, в принципе, это достаточно, чтобы понять, сколько проедет Nissan Leaf. Напомню, что заявленная производителем дальность путешествия на этом автомобиле составляет порядка 240 километров. С Харькова до Запорожья нам ехать порядка 300 километров, поэтому придется дозаряжаться. По дороге есть быстрые зарядки. Попробуем зарядиться на них. Значит, первая наша остановка, я планирую, будет в городе Днепропетровске, что отсюда в 200 километрах. Заряжаться мы не будем. Поеду я с печкой, потому что холодно, не собираюсь я мерзнуть в машине. Попробуем отчалить, попробуем поехать и посмотреть, удастся ли нам по Украине путешествовать так же комфортно, как мы делали это по США. Погнали! Ну что, мы начали свое движение. Значит, чтобы понимать о том, насколько интенсивно мы будем двигаться в сторону Запорожья, хочу сказать, что двигаться я буду по правилам дорожного движения. То есть, чтобы вы понимали, скорость моя будет в пределах населенного пункта 50-60 километров. Напоминаю, что в городе можно ехать не быстрее, чем 50 километров в час. По трассе же я буду двигаться 110 плюс-минус 10 километров. Для, в принципе, электрического автомобиля это нормальная скорость, как и для любого другого автомобиля. Я не буду выделяться из потока, мешать никому не буду. Сразу хочу сказать, что еще пока зябко в машине, еще и не разделся. Я думаю, что сейчас машинка нагреется, я включил печку и смогу снять курточку и ехать как обычный нормальный человек. Бортовой компьютер здесь показывает сейчас 0 градусов за бортом, несмотря на то, что в жилом комплексе у меня на доме было видно единичку, +1. Километраж, который показывает приборная панель здесь, очень сильно варьируется от того, что вы выключаете в автомобиле. Допустим, сейчас у нас включен ближний свет фар, потому что по правилам дорожного движения сейчас еще, в принципе, раннее утро, и мы выезжаем за город. По правилам дорожного движения должны быть включены ближний свет фар за пределами населенного пункта. Если же выключаешь кнопочку «Эко», в новом Nissan Leaf, километраж, машина, во-первых, становится гораздо бодрее, то есть сразу чувствуете такой отклик на педаль, очень резкий. Но на приборной панели при включенном климате и выключенной кнопке «Эко» тут же километраж меняется с 245 сразу меняется на 203, поэтому сразу он не радует меня и сразу мне дает понимание, что, наверное, скорее всего, в таком режиме я не доеду до города Запорожья, до Днепропетровска даже, ну или доеду впритык. Что я бы рекомендовал, и мне в свою очередь рекомендуют знатные лифоводы, которые уже давным-давно ездят, говорят о том, что не стоит включать эко-режим на трассах, несмотря на то, что километраж показывает он больше, в связи с тем, что рекуперация убивает батарею, не имеется в виду убивает ее физически, а расходует ее более
интенсивно и километраж уменьшается. Так ли это, не так, мне еще предстоит проверить. Все-таки на старом Nissan Leaf я всегда по городу ездил в режиме эко, и мне это давало прирост километража, несмотря на то, что многие говорили, что это в принципе нецелесообразно. Попробую я здесь покомбинировать. Все будет зависеть от того, насколько быстро будет падать километраж по трассе. Посмотрим. Сейчас я только выезжаю, будет видно. Знаешь, ты никогда не угадаешь. Где-то ты найдешь, где-то потеряешь. Я твоего театра зритель. Харьков, ты мой учитель. Мой город, ты все знаешь, ты все видел. У всех свои заботы, у простого народа. Мой папа встает в 5 утра на работу. Минут так 30, пешком до завода. 30 лет от понедельника до субботы. Tell me if our love is broken beyond repair. I've gotta hear you say. Как и обещал, расскажу вам немножко о Nissan Leaf, на котором мы передвигаемся. Значит, это автомобиль 2018 года. В самой бедной комплектации. Напомню, что в топовых комплектациях есть такая вещь, как автопилот, ProPilot, который Nissan анонсировал с большой помпой. Я уже рассказывал в предыдущем сюжете о Nissan Leaf, как он работает. Кому интересно, могут посмотреть. Значит, здесь этого всего нету. Здесь самая минимальная комплектация, которая только возможна. И это накладывает определенные неудобства. Кто помнит старых Nissan Leaf, во всех комплектациях повально был подогрев всех сидений, включая задних сидений. В новом же Nissan Leaf, даже в топовой комплектации, вы не найдете больше подогрева задних сидений. В этой же комплектации нет даже переднего подогрева. То есть абсолютно мне приходится ехать без подогрева сидений. Я включил печку для того, чтобы не мерзнуть, снял куртку. И, конечно, это пагубно сказывается на пробеге автомобиля. Буквально, если включаешь печку, цифры прыгают минус 40-30 километров вот просто-запросто. Поэтому посмотрим, что с этого выйдет. В этом и заключается самый большой интерес. Возможно ли ехать в комфорте нормально, ни в чем себе не отказывая, на дальние расстояния на новом Nissan Leaf. Теперь, что хочется сказать по оснащению. Значит, ближайшая ко мне зарядка находится в городе Днепропетровске на Караване при въезде. Кто знает, при въезде со стороны города Харькова, с Новомосковска. Караван самый первый, на нем есть быстрая зарядка, которая мне так очень будет нужна, когда я доберусь до Днепра. Значит, поставил я в GPS-навигации себе маршрут, то есть вы можете это тоже легко сделать, зайдя в приложение Auto Enterprise, посмотреть ближайшую зарядку к вам, которая вас интересует, и прямо оттуда вас перекинет в навигационную систему, которая для вас удобна. Мне же показывает Waze, что у меня аккурат 2 километра разницы от заряда автомобиля до ближайшей зарядки, куда я могу добраться, до фаст-чаржа. Я надеюсь, что мне хватит, потому что зазор совсем небольшой. Но если что, будем импровизировать, я думаю, все будет в порядке. На трассе же температура снизилась до -1, это можно видеть. Я установил круиз сейчас 90 километров, сейчас чуть-чуть разгонюсь, потому что на улице очень сильный туман и на самом деле очень плохо видно дорогу. Пошли выйдем. Ребят, очень скользко, вот аварии на дорогах. Буквально человек только что вылетел. Сейчас не знаю, может ему нужна какая-то помощь. Привет. Нормально все? Все хорошо. Это пиздец какой-то. Только что, да, вылетел? Сколько минут 20? Минут 20. Ты просто, мы приехали буквально... Поджерик. Да. Такая же поджерик. хуйня. Потонул. Я наехал на мосту на шип какой-то. У меня именно пробило колесо. Да, колесо пробило.
Потому что, ну, реально просто, вот я сейчас радуюсь тому, что пробило левое колесо. Пробило правое, я бы сейчас где-то вот там вот, на обочине валялся. Так и самое обидное, что, блядь, ехал километров 90, но не больше. То есть не гнал, не спешил никуда, думал, аккуратненько, ничего же не видно. Слушай, ну давай мы тебя хоть довезем куда-то, а что тебе толку, что тебе с ней делать? А что, эвакуатор вызвал, пусть забирает ее, на металл ее сдать. Да на кой она тебе вообще нужна? Брось ее нахер, и слава богу, что живой здоровый. Нет, а я вызвал эвакуатор, чуваки меня сейчас приедут забирать. Ладно, давай, держи. Да обошлось, и слава богу, нормально. Аккуратно, очень скользко. Понесло, да? Да, вон, вот тогда было. Слава богу, все в порядке. Живой, слава богу. Да, живой, целый, не быстро. Медицинская ехал. помощь не нужна. Нет, всё нормально. Ребят, ну видите, да? Сами дорога скользкая на самом деле. Поэтому то, что мы едем не быстро, это как раз очень кстати, учитывая, что сегодня просто первые холодные деньки, еще не все переобулись на зимнюю резину. И ситуация в низинах, вот как здесь, усугубляется, потому что здесь показывает сейчас температуру минус 2 градуса уже. То есть чуть-чуть в низину человек заезжает, чуть-чуть больше газу дал или отвлекся, и все. Это уже второй случай на дороге. Первый мы видели там джип Паджеро, чуть раньше был. Поэтому тише едешь, дальше будешь. В этом случае электромобиль спасает жизни. Ребят, ну что, эйфория нашей радости потихонечку улетучивается зарядом батареи. Сейчас мы находимся недалеко от Краснограда, где-то 10 километров до, кто знает, поста патрульной полиции. Значит, пришлось нам отключить печку, потому что наш километраж перестал совпадать с тем, что показывает нам GPS. Сейчас у нас показывает 49% батарейки осталось. Хватит этого ориентировочно на 123 километра. И это без учета того, что мы отключили печку и все, отключать нам больше нечего, и режим эко у нас включен. GPS же нам показывает 124 километра до назначенной нашей нами точки, поэтому нам уже не хватает 1 километра. Я думаю, что дальше ситуация будет только усугубляться. Можно видеть сейчас, что мы отключили печку, и вообще уже ничего не видно, учитывая, что на улице туман, и у нас запотели все стекла. Можно же, конечно, включить, просто обдув, при этом не используя нагревательный тен либо кондиционер, что в принципе я сейчас и сделал. И стекла немножко распотевают, но ситуация такая, что на улице холодно, на улице сейчас показывает минус 2, и этот минус 2 потихонечку переходит к нам в салон. Поэтому в Краснограде, по-моему, есть одна небыстрая зарядка, на которой мы, наверное, все-таки остановимся, пока сходим купить себе горячий чай. Вот, машинка может чуть зарядиться, и придется, наверное, одевать куртки и дальше продолжать наше путешествие в куртках. Посмотрим. Ага, похоже, она работает. А ну-ка, смотри. Ух ты! Идемте пробовать. Ну, неужели она работает? Вставьте коннектор и нажмите кнопку «Начать». Так. Ну, попробуем. Так, телефон, авторизация. Пробуем авторизоваться через приложение. А ну-ка, Чадема. Початай. Подготовка. Начать. Выбираем машину. Авторизация. Обмен данными с автомобилем авторизировано. Ну-ка, 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 давай. Здорово. Вот что значит иметь быстрые зарядки по трассам Украины. Можно не отказывать себе ни в чем, даже в печке теперь. Я думаю, что эта процедура здесь займет
ну, не больше 20 минут. Мне не надо заряжаться до полного. Я думаю, что ну, где-то 65-70% от батареи мне хватит вполне для того, чтобы в комфорте доехать до Днепропетровска. А там я еще заряжусь, потому что все равно я там планирую коротенькую остановочку. А пока здесь это все дело заряжается, можно смело пойти отправиться купить себе горячий чай и согреться. Прошло порядка 35 минут, я отогрелся в кафе на заправке, попил чай. Значит, что могу сказать по заряду? Очень удобно отслеживать его из приложения компании Auto Enterprise. Здесь, в принципе, видно всю информацию. Значит, с момента нашего присутствия на заправке прошло 36 минут. Значит, максимальный ток этой зарядки быстрой не такой сильный, как хотелось бы, потому что мне на заправке сказали, это связано с тем, что у них здесь слабенькое электроснабжение. Значит, 40 киловатт всего дует эта зарядка. Уровень заряда сейчас моего автомобиля, это в приложении видно в режиме онлайн, это 58%. Потребили мы порядка 11 киловатт электроэнергии. В принципе, всю эту информацию можно увидеть и на экране зарядной станции, если вы находитесь возле нее. Но если вы находитесь где-нибудь в другом месте, вы можете это отслеживать через смартфон. Здесь, в принципе, видно то же самое. Не могу сказать, что я потратил на заправке больше или меньше времени, чем обычно. Обычно, да, наверное, я не засиживаюсь по 35 минут на заправках, но у меня было время согреться, время было попить чай, и можно ехать дальше. И теперь уже в тепле. Я думаю, что до Днепропетровска должно хватить без проблем. Поехали. День добрый. Патрульная полиция Харьковской области, лейтенант Булгаков. Водитель, почему едете в дневное время без включенных фар ближнего света? Я так понимаю, у вас нету, да, дневных ходовых огней? Есть. Есть? Они работают? Ну, сейчас я стою, нет. Вы только что просто двигались, вроде не горели. Я экономлю на электричестве, у меня электромобиль, поэтому приходится экономить Так на дневные всем. ходовые, они включаются автоматически при включении. Ну, видимо, они тоже решили сэкономить. Ну, экономим сейчас. Кто на чем может? Ну, Водители вам на честно бензине, говорю, я просто я экономлю не на... знаю, это новая модель, я не знаю, как в ней работает. Есть или нет, и я не знаю, как в ней работает, поэтому Вы я не знаете, как спрашиваю. работает в новом Nissan Leaf 2018 года? Серьезно не знаю. Плохо. Честное слово. Не знаете? Не, серьезно. Ну, смотрите этот обзор, узнаете, как все работает, и все. Ну, серьезно просто. У вас есть Есть у меня, да. А что мне должно быть? Есть у меня все есть. дневные ходовые? Можно видеть, что они работают? Посмотрите, я не знаю. Это же новый Nissan Leaf. У вас нет. Нету? Значит, не Я встроили. не вижу, чтобы они были. Это самая дешевая комплектация, здесь даже нет подогрева сидений. Очень У вас случайно нету на Nissan Leaf 2018 ходовых огней? Я бы А прям... если же они не предусмотрены конструкцией автомобиля, то их и не будет, правильно? Понятно. Ну, Ладно. смотрите, водитель, у нас же по заксах, Сейчас правильно? операция проходит. А, Стоп-свет. Нет, сейчас операция Стоп проходит. электромобиль. Единственная операция, которая сейчас проходит, это операция лес. К вам она, ну, не имеет отношения, я уж точно вижу, что вы дрова не везете. Значит, после заряда на быстрой зарядке у нас добавилось немало километров. Сейчас у нас показывает 137 километров. Это больше, чем 50% заряда, 53. Едем мы в том же режиме. У нас скорость порядка 100 километров. Осталось нам ехать порядка 100 километров. То есть у нас хватает за глаза, даже с учетом того, что мы едем с печкой. Сейчас немножко машина нагреется. Можно раздеваться и дальше продолжать комфортную поездку. Находясь в эйфории, немножечко прибавил я газу, ехал я порядка 110-120 км в час,
И очень пагубно это повлияло на батарейку Nissan Leaf. Теперь вот, честно говоря, даже не знаю, что делать, потому что все путешествие становится опять под угрозу. Пропадала местами связь с интернетом, поэтому GPS корректно не показывал расстояние. Сейчас он показывает, что нам осталось ехать 42 километра. Значит, заряда у нас осталось 15%, батарейки 15%. Очень быстро она расходовалась при скорости 120 км в час, буквально моментально. Просто ахнул от того, что у меня заряд батареи просто моментально начал уходить. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с минусовой температурой. Напомню, что за бортом сейчас -1. Может быть, со скоростью, не знаю. В общем, сейчас осталось нам ехать на Nissan Leaf 36 километров. Это то, что показывает бортовой компьютер. По факту нам надо до зарядной станции доехать 42 километра. Нам уже не хватает. Выключил я все. Опять перешел в режим жесткой экономии. Отключил печку, куртку я так и не снимал. Отключил даже магнитолу, потому что я думаю, что не знаю уже, какие потребители мне отключить. К сожалению, фары я не могу выключить, потому что туман. Плюс ко всему, за пределами населенного пункта их надо включать, поэтому еду с фарами. Ну, не знаю, честно, ребята, как будем дотягивать, но снизил я скорость, сейчас я еду 85 км в час. Ну, по трассе просто по двухполосной ехать медленнее небезопасно. Подъезжаю я сейчас уже к Новомосковску, надеюсь, что мне получится дотянуть до зарядки, я не знаю. Ну, в крайнем случае буду толкать, посмотрим, что будет. Загорелось предупреждение о том, что батарея уже практически на исходе, что необходимо срочно заехать на зарядку и зарядиться. Nissan Leaf показывает возможность проезда 24 километров еще на автомобиле. Навигатор показывает, что до зарядки осталось ехать 17 километров, поэтому мы, в принципе, должны доехать. Ну, честно говоря, на грани. Именно в такие моменты понимаешь, насколько это важно иметь на территории Украины заряд. Идемте пробовать. Я даже не знаю, где холоднее, в машине или на улице. Ну, родная, не подведи. Подключена, начать. Выбираем. Давай, роднулечка. Авторизация. Ну, включись. Да. Смотри. 1% это заряд нашей батареи на сейчас. До полного заряда нам заряжаться показывает 3 часа, но мы не будем дожидаться. Нам необходимо отсюда до места назначения проехать порядка 100 километров. Я думаю, что часик мы погуляем по торговому центру, что-нибудь перекусим и продолжим наш путь. О, хорошо, что работает. Прошло времени час 14. За это время мы зарядились на 50%, на 49. Сейчас будет 50. И я отключаюсь и пробую ехать. Этого примерно должно хватать уже 50%. Должно хватать на 120 километров, 125 может быть. До Запорожья здесь 100 километров. Поэтому я думаю, что все в свободном режиме спокойно хватит доехать и проблем никаких не будет. Поехали. Так, ребят, ну, по-моему, у нас еще одна непредвиденная остановка, только мы отъехали, высветился датчик давления в шине, и что-то мне не нравится звук, который после этого появился.
Да, ну как-то так идет наш пробег. Радует, что мы находимся в пределах более-менее населенного пункта. Я думаю, что здесь можно найти где-то шиномонтаж. Сейчас погуглим, посмотрим. Еще одна проблема Nissan Leaf. Здесь, похоже, нет запаски. Или может быть она здесь? Здесь, похоже, нет вообще запаски. Нет, я так понимаю, что есть, наверное, насос и баллончик. Ну, похоже, это оно и есть. А это что? Это насос. Явно насос. Это насос от регулирователя. А это история, которая призвана заделать дырки. Значит, как ей пользоваться? Ага, средство для герметизации покрышки. Значит, как ее использовать? Не знаю. Честно, я не знаю, как это происходит. Надо читать внимательно инструкцию. Ага, ребята, все гораздо проще. Эта штука, значит, для тех, кто попадет в такую ситуацию, как я, это насос. В этот насос вы вставляете, переворачиваете вот эту штуковину вот таким макаром и просто надуваете колесо. И оно призвано заделать все это. Значит, что написано? Инструкцию читаем, аварийку ставим, открываем. Открываем здесь винт, пробиваем, переворачиваем, вставляем, прикуриватель, включаем, надуваем. Надуваем 10 минут. Ну давайте пробовать. Начнем с аварийки. Не знаю, кто это придумает, но на дорогах, когда вы находитесь при минусовой температуре, расцарапать это красиво не получается. Ну, сказать на вид, это такая липкая субстанция, похожа на клей ПВА. Ребята, нашел я причину проблемы. Вот оно прям через него выдувает. Вот такой металлический какой-то штырь, что ли, попался. Я думаю, что ничего не получится, потому что дует здесь очень прилично. Вытащить мне его, к сожалению, нечем. Я думаю, что если я вытащу, будет еще хуже. Дырка будет очень большая. Мало того, что это металлический штырь, так этот штырь еще, это кусочек трубы, который внутри пустой. И он просто туда попал и через себя же выпускает воздух. То есть его не получится никак заделать. Я думаю, что вам придется очень медленно до шиномонтажа. Благо, ребята, что не так далеко, метров, наверное, 300 от того места, где мы были. Шиномонтаж. Написано, что открыто 24 часа. Я надеюсь, рабочие не спят и смогут нам помочь. Вот это да. Звонок как будто только. Доброе утро. Без тебя я тону в этом море. Ребят, чтобы вы были в курсе, вот эта баночка, она одноразовая. Все, что вот эта наша попытка была, которая была меньше там 2 минут, все, это уже тут ничего нет, она пустая абсолютно. Ну вот виновник всего торжества. Так ты видишь, в чем прикол? Она внутри еще пустая, через нее все выдувало. Без тебя я тону в этом море. Улыбаюсь, мне больно. Без тебя
ребятушки, успешно добрался до города Запорожье. Заняло это немножко больше времени, чем я ожидал. Но это связано с тем, что в дороге произошли те моменты, которыми вы стали свидетелями. Это и прокол колеса, и аварии, и сотрудники полиции. Но в целом путешествие было достаточно интересным. Nissan Leaf действительно проезжает свой заявленный 240 км в час. Не так, конечно, комфортно это делать зимой, как это можно проехать летом, но все же, тем не менее, учитывая, что на территории Украины сейчас достаточно зарядных станций, которые не подвели меня в дороге, которые смогли меня заряжать, не подвели меня как быстрые зарядные станции, так и медленные зарядные станции. В принципе, путешествовать на Nissan Leaf 2018 года по Украине уже комфортно. Машина очень интересная, машина мне понравилась. Не могу сказать, что что-то вау по сравнению с прошлой моделью. Радует, конечно, ее внешний вид, то, как она выглядит, как она стала выглядеть теперь. Пробуйте, приходите, кому интересно, в салон Auto Enterprise, берите на тест-драйв машину, катайтесь, получайте удовольствие. До новых обзоров. Всем пока!